Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! В этом видео я покажу, как можно сделать чудесные тыквы для декора с бархатным эффектом без использования бархата. Тыква может быть такого цвета, формы и размера, который вам нравится. Для работы используем любую самозатвердевающую массу. Я использую свою любимую воздушную глину Падика. Также для такого типа работ мне очень нравится воздушная глина от Деко. Берем немного глины и разминаем ее. Она должна стать очень тягучая и кремовая. Оставляем небольшой кусочек для хвостика тыквы. Из остатка делаем шарик. Чтобы расход глины был небольшой, нам понадобится внутренняя основа для тыквы. Делаем ее из фольги. Аккуратно, чтобы внутрь не попал воздух, закрываю шарик из фольги глиной. Теперь придаем тыкве желаемую форму. С помощью длинной иглы делю тыкву на дольки. Я их делаю 8, может быть и любое другое количество. Сначала накрест, затем каждую из 4 частей пополам. То же самое дублирую на противоположную сторону. Вот что получилось. Чем-нибудь потолще, у меня это крючок для вязания, продавливаю дольки, чтобы сделать их более выразительными. Делаю еще немного углублений иголкой. Продавливаю место крепления хвостика. Делаем хвостик. Разминаем глину. Прокатываем его между пальчиками, пока не получим необходимый размер хвостика. Придаю форму краю. Оставляем тыкву сушиться при комнатной температуре. Моя глина полностью высохла примерно за 12 часов. Используем акриловые краски, чтобы окрасить тыкву в желаемый цвет. Также нам понадобятся зубочистки и любая плотная устойчивая основа. Окрашиваем детали. Краска должна лежать тонким ровным слоем. Не должно быть непрокрашенных участков. После чего краска должна полностью высохнуть.
Для придания бархатного эффекта используем флок для рукоделия. Пудра может быть со слюдой, блестками, так и без. Для этой работы я использовала вот такие оттенки флока. Чтобы закрепить этот материал на любой поверхности, используем клей для флока. Он часто называется клей-скотч. Наносим клей тонким ровным слоем на высохшую поверхность, после чего изделие закрепляем и сушим. Очень важный момент, на который хочу обратить ваше внимание. Не нужно проверять пальчиком, высох ли клей. После высыхания он становится практически полностью прозрачным. Второе. Детали, покрытые клеем, не должны ни с чем соприкасаться. Иначе клей, как и подобает скотчу, зацепится за любую поверхность. После высыхания он очень липкий и появятся ненужные неровности и оголенные участки, которые будет сложно скрыть. Высыхает клей довольно быстро. Как видите, он стал полностью прозрачным, что хорошо заметно на оранжевой тыкве и на хвостиках. Аккуратно, чтобы не задеть тыкву пальцами, снимаем ее с поверхности и обрабатываем флоком. Посыпаю из баночки. Затем использую кисть-веер. Очень легкими поглаживающими, разравнивающими движениями наношу флок на всю поверхность, во все складочки. Материал очень легкий и простой в использовании. После того, как вся поверхность покрыта, убираю излишки кистью. Получается вот такая бархатная, невероятно приятная на ощупь поверхность. Остатки флока, хочу заметить, что у него очень маленький расход, собираем обратно в баночку. Приклеиваем хвостики. Декоративные бархатные тыковки готовы. Благодарю за внимание. Скоро увидимся. Пока!